Перейдем к самому важному. У нас есть 2 офицера новых, но это ладно. У нас есть воздушные АГ. Формировать воздушный флот. И у нас 6 слотов для самолетов. И это замечательно. Просто замечательно. Вот. У этого всего есть определенные, минусы. И, например, они в том, что мы не можем управлять отдельно юнитами внутри нашего воздушного АГ. Да, то есть сейчас давайте попробуем создать. Если у нас создается АГ, все, вот оно выбрано, и мы ими просто летаем, так же, как мы это делаем обычной группой. То есть мы не можем выставить отдельно никак, да, то есть куда на кружочек оно никак не нажимается. Но об этом разработчики говорили уже в недавних ответах на вопросы. Вот, то есть мы никак не можем выставить атакующий вперед. Что у нас, конечно же, дает нам такие мысли о том, что атакующие истребители давать в АГ это вообще дело сомнительное, потому что они всегда захотят там влететь первыми, или их будут выщелкивать соло-игроки, которые будут подлетать и конкретно охотиться за атакующими истребителями. Поэтому лично я не вижу большого смысла давать в АГ атакующие истребители. Вот, лучше давать защитные или балансные истребители. Вот. На бомберы никакой у нас темки нету, да, мы не можем там добавить бомбер в группу и так далее. Бомберы это по-прежнему соло-игра. Перейдем к офицерам. Наверное, начнем сразу с воздушного офицера. Раз у нас воздушная АГ. Вот такой офицер. Бесплатный офицер. Его там, чтобы получить, там надо до 50 уровня поднять там что-то там. Ну, короче, фигня делов. Поколение у нас, естественно, 5. Истребитель, поле, защита. То есть у нас защитный новый офицер. Тактический навык, коэффициент 1800. Вот так. Напоминаю, что у деда... Где наш дед? У деда коэффициент 1500, да? То есть у нас такой же щит, только больше. Следующий навык баланс, 30 огневой мощи, 30 ОЗ. Грустно, что это огневая мощь, что это не интенсивность урона. Но хотя бы 30, ладно. В целом можно порошаривать. Дальше защита, бонус к устойчивости обычной атаки и устойчивость к навыкам по 25%. И у нас акция. Акция интересная. Это усиление сопротивления урона 10% и снижение замедления 80%. То есть, когда наш самолет, когда он замедлен, да, вражеским клинком, вражеской птицей, теперь мы можем спокойно улететь. И нас не съедят. Особенно это актуально, да, когда у вас там летит бомбер, то есть перед ним истреб ваш защитный, и потом вы улетаете, и бомбер, как правило, улетает, потому что у него еще есть бусты на скорость при отлете. И бомбер улетает, а ваш истреб там доедают уже враги. Вот, сейчас вы также сможете улететь. И у нас пробуждение, пассивный навык. Показатель уклонения истребителей увеличивается на 10%. После каждого уклонения устойчивость к навыкам офицера увеличивается на 4% на 4 секунды, эффект накапливается до 10 раз. Уклонение. Уклонение у нас как раз есть на стремительной стреле. Вот оно, шанс уклонения 25%. То есть игра подразумевает то, что теперь у нас вот это будет одно защитное сочетание, один защитный истребитель, и еще второй защитный истребитель, это лис с Нагарани, да, который у нас остается. И у нас, да, получается у нас как раз, то есть тут у нас нету щита, мы добавим щит этой новой бабой. И как раз таки на серебряном лисе у нас уже есть коэффициент щита. Вот. Офицер полностью бесплатный. Можно ли его советовать качать? Это дело такое неоднозначное. Если у вас уже есть лис и Нагарани, то этот офицер пока что как будто под вопросом. Тем более, к сожалению, нам выдали аккаунты, где офицеры не прокачаны, и улучшить мы их тоже не можем, потому что у нас просто нет статуи на это. То есть какие-то провести тесты, к сожалению, не получится. Вот. Но определенно, да, если вы будете ставить это вместе с лисом, то у вас просто будет один щит перебиваться другим, и считайте, вы просто не будете весь, так скажем, функционал, весь потенциал своих щитов не будете его использовать, да. То есть это хочется поставить на разные истребители. Например, сделать 2
То есть, например, заставить лиса также с на грани в пачке, а из этого офицера сделать, например, какой-нибудь такой, типа, средний, да, то есть там с птицей, или с черным крылом, или с клинком, или там с наездницей. То есть в целом делаем такой баланс истребитель. Ну и, соответственно, если у вас есть стремительная стрела, то однозначно с этой бабенкой его ставить, раз, чтобы у нас уклонение стакалось. И у нас будет 2 защитных истребителя. И это очень вкусно. Вот. Переходим к офицеру на наземку. Это у нас новый офицер, также 5-го поколения. И его можно улучшать. То есть он изначально 1-го уровня, и потом после 75 дней, как есть вашему серверу, вы можете улучшить на 5-й уровень. Это у нас как мулянь. Универсальный, поле, навыки. Смотрим, что у нас есть. У меня уже улучшенный, да, то есть уже 5-го поколения он. Коэффициент урона 1800 и увеличивает огневую мощь подразделения нашего и всех наземных в радиусе 2 квадратов на 20%. Очень хороший навык, тем более для АГ или когда у вас чисто аккаунт с танками. Очень полезная штука. То есть у вас там 3-4 танка и вот и вы ездите чисто своими танчиками, бьете. У вас еще все ваши получают усиление 20% ОМ. Дальше баланс 30-30. Сопротивление 25%. Отличный защитный навык, которого у нас еще, по-моему, не было. Или, может быть, у кого-то только из бара он есть. Но, в общем, из бесплатных точно ни у кого нет сопротивления 25%. Шикарно. Можно расшаривать куда угодно. И на танки, и на СХ-шку. Замечательно. Самый сильный защитный навык. Акция. Вот тут у нас что-то уже такое более-менее интересное начинается. Когда подразделение этого офицера вступает в бой, устойчивость к навыкам увеличивается на 10%. Кроме того, устойчивость к критическому урону от навыков офицера этого подразделения и всех дружественных подразделений наземных в радиусе 5 квадратов карты увеличивается на 20% на 20 секунд. Это у нас при, естественно, минималка. Максималка — это устойчивость к навыкам офицера 25% и к критам 50%. То есть мы ездим в АГ танчиков, и теперь нас, скорее всего, не будут ваншотать с крита навыка всякие Катюши или арта, да, которые у нас там, где стоит Виндикта, там, где стоит... Извините, меня плавит жестко, у нас плюс 35. Там, где стоит Гром с Виндиктой, и теперь нас не будут, ваншотить, может быть. Вот, очень интересный навык, опять же, очень полезно для АГ. В АГ такой танчик обязательно должен быть. А еще очень интересно, будет ли оно стакаться, если несколько таких танчиков у тебя в АГ катается, прикиньте. Очень интересно. Ну и пробуждение у нас такое же, как у нас стандарт, и дальше идет. А также заставляет одно дружественное подразделение наземных войск в радиусе 1 квадрата карты немедленно применить тактический навык своего лидера по целевому подразделению. Для каждого подразделения этот эффект может активироваться не чаще 1 раза в 8 секунд. То есть мы... это очень жестко звучит, очень жестко. То есть, когда наш юнит с этой бабой кого-то бьет, у него срабатывает ульта, он дает свой коэффициент урона и дополнительно берет рандомный юнит, который рядом с ним в одной клетке стоит, берет его ульту и также бьет по нашему врагу сразу же. Я так понимаю, мы просто вызываем этим ульту, то есть она не сбрасывается как раз таки у того нашего второго подразделения, которое стоит рядом. То есть это еще одна плюха на 2000 урона прилетает. Выглядит как жесточайшая на самом деле имба. Вот, в плане того, что у нас с ультой, считай, вместо просто 1800 урона, да, или вместо каких-нибудь там 1500, там 2000, стандартных, у нас двойная ульта, и еще прилетает ульта от соседнего юнита. Выглядит очень интересно, это новые механики, это все классно, устойчивость к крит урону от навыков офицера классно, потому что эту донатную помойку надо балансить. Вот. Но, конечно, это не
не так сильно забалансит, как, ну, чуваки как ебали, так ебать и будут. Просто иногда кто-то выживет теперь. Вот. Такие танчики с такими девочками в АГ очень хочется иметь. Да и на самом деле в АГ с артой тоже неплохо за счет этого прикола, но тут, конечно, атакующих навыков-то раз-два и обчелся. То есть у нас есть просто коэффициент урона, усиление огневой и еще усиление огневой. То есть у нас никакой там ни интенсивки, ничего больше интересного у нас нет. То есть у нас урон по факту очень слабый, чисто как такой, но как саппорт, это офигенный офицер. Вот. За счет своей ульты и за счет своего прикола, то, что у союзников устойчивость к крит урону от навыков повышается. Это шикарно. Ну и у всех союзников повышается еще на 20% огневая мощь. Так, да записываю моментик. Не увидел это, пока записывал видос. У нас новое снаряжение легендарное на море. Оно у нас бесплатное, то есть его можно получить на складе снаряжения или в обмене универсальных фрагментов. То оно у нас дает на максе. Огневая мощь 24, интенсивка 12, ОЗ 48. Максимальный уровень. Когда подразделение офицеров вступает в бой, усиление обычной атаки на 30%, устойчивость к навыкам офицера на 20%. Эффект длится 15 секунд после вступления в бой. Ну, такое чисто интересно. Да, на какую-нибудь подлодку особенно интересно, на ПВОшку особенно интересно. Вот. Не знаю насчет интересно ли это там на какой-нибудь там ракетный. Это уже так. Ну, в целом, снаряги у нас не так много, выбирать нам не приходится. Уж куда-нибудь, так мы это найдем, куда поставить. Вот так. Ну и пройдемся по нашим ивентикам, которые будут. Да, это у нас Battlefest. Тут у нас вход на Battlefest. Мы получаем скин на L. Танчик, который у нас дает огневую мощь снаряженных юнитов плюс 3%. Удивительно, что это не ОЗ плюс 3%, учитывая, как разработчики любят ненужные бафы вешать на нужные юниты. Вот. Ну, такой вот скинчик. Опять же, приятно, потому что на L-танк вроде как бесплатных скинов еще вообще не было. А тут, опять же, что-то такое. Хорошо. Мне нравится, я одобряю. Вторая неделя просто 100 билетов. Ну и также, когда мы заходим во всеобщий чемпионат, то есть у нас тут просто голосование, то есть мы голосуем за всяких долбоебов, и кто-то из них потом, я так понимаю, получает какие-то за это награды, да, вот такие вот у нас бафчики. Приказ на строительство золотой шахты Альянса 3-го уровня. Нифига. Вот это прикольно. То есть эти типы получат топ-3, получат... в каждой категории топ-3 получит карточку и может построить золотую шахту. Индивидуальный лимит сбора 10 тысяч. Блять. Даже здесь наебали. Мы сможем отправить грузовик и 10 тысяч золота собрать. Интересно, интересно. Это получается сколько? Интересно, можно ли будет отправлять грузовики, то есть что у тебя ты закончил 10 тысяч свои копать и заново его отправил? Или нельзя будет? Но это очень прикольно, да, золотые шахты. Это то, чего не хватало в игре, так скажем, это забавно. Ну так вот, и тут тут есть у нас магазин, то есть мы будем голосовать, получать за это всякое говно, и, собственно, эти монетки обменивать на скины. И тут мы можем получить такой вот скинчик, который у нас, в свою очередь, как раз-таки является коллекцией с нашим бесплатным L-танком. Получите полный набор, получаем сопротивление урону базы и войск 0,5%. Этот ивент можно будет 100% закрыть без доната, в плане того, что можно будет точно без доната забрать этот скинчик. Поэтому обязательно проходим, забираем всю коллекцию, получаем бонус 0,5%. Тут еще интересного есть. Какая-то, да, лотерея победы, восхождение чемпиона. Опять мы получаем, да, некий скин. Просмотр скинов Волчий Король. Вот он у нас вот так вот выглядит. То есть у нас у него 3 разных фазы будет. 10 ОМ интенсивность 5%, 16 ОМ интенсивность 7%,
И 16 ОМ, 7 интенсивки и ОЗ воздушных сил плюс 5%. Вот он так вот он будет выглядеть. Блять, это забавно. Почему-то Вуконг вспомнился мне, когда этот скин увидел. Тут прикольные цвета, кайфово. Да, классный. Напоминает вот это у нас там есть скин. Там всадник такой на коне. Тоже в такой же расцветке. Вот. Хорошо, тут посмотрели скины. Легендарный выставочный зал. У нас скин на ПВО. Угу. Тут картинку еще не подгрузили, не нарисовали. И скин у нас на базу. Звездные ворота. Выглядит довольно всрато. Так выглядит еще хуже. Какая-то у нас машинка тут телепортируется. Ну, хуйня какая-то, честно говоря, полнейшая. Ну и так, у нас какой-то боевой пропуск. Да, боевой пропуск. Вот, в котором мы всякое разное покупаем. Что тут интересно? Ну, тут стандартно, на самом деле. Точно за 10 тысяч золота точно стоит того. Получим чуть-чуть билетиков. А за 1000 что мы получаем? Звездные ворота на 3 дня. Охуеть. Спасибо, папаша. Ну, за 1000 тут только из интересного только шары бинго, по сути. И вот эти же жетоны события. Что у нас еще будет? У нас еще, по-моему... Да, у нас будет благоволение удачи. Ну, бинго, само собой. Стратегический чертеж с оружием. Такой же, как у нас сейчас идет событие. Путь отважных, сезон 4. У нас тут загадочный скин юнита. А что это? Ну, по-моему, это ракетный. Как будто это же у нас ракетный корабль. Или нет? Ну-ка нахуй, давайте изучать. Извиняюсь, тут не будет какого-то супер монтажа, потому что, ну, реально 35 градусов, и для записи этого видоса я еще выключил вентилятор. Вот. Посмотрим юнитики наши. Ну да, ракетный так выглядит. ПВО выглядит вот так. ПВО еще с шаром сверху, а на ракетном нету шара, сверху на ракетном антенна. И еще противолодочный есть. Ну-ка, ну-ка. У нас. А тут у нас вообще. Ну фиг знает на что это. На ПВОшку, что ли? Возможно, что тут на ПВО. Но по идее, конечно, скорее на ракетный, потому что ракетный же самый такой распространенный корабль. Ну да ладно, в общем, посмотрели. Скинов пока все равно нету, их не завезли. Вот такие пирожочки с котятками. Что еще интересного-то? А фиг знает, честно говоря. В общем, делайте выводы. Что вам из этого всего нужно, что интересно, что вы считаете полезным. Обязательно заходите в наш телеграм-чатик, в котором все это можно будет еще и обсосать. Все обновления с другими пользователями, с другими игроками, может быть, с экспертами, да, послушать какое-то, посмотреть чужое экспертное мнение, почитать. Вот, заходите, всем будем очень рады. К сожалению, протестировать новых офицеров пока возможности не представляется. Все, всем пока.